Всем привет! Вы на канале 1000 меню. Сегодня мы приготовим баклажаны в духовке с помидорами. Подготовьте все необходимое для приготовления баклажанов в духовке. Баклажаны, помидоры, очищенный чеснок и пучок зелени ополосните в чистой воде. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Положите кружочки в глубокую емкость, засыпьте 2 столовыми ложками с горкой соли, залейте холодной водой и перемешайте все, чтобы соль растворилась. Соленая вода вытянет горечь, и благодаря этой процедуре при дальнейшем обжаривании в сковороде баклажаны будут впитывать в себя значительно меньше растительного масла. Чтобы кружочки не всплывали на поверхность и были полностью погружены в соленую воду, накройте их сверху, к примеру, тарелкой и установите легкий груз. Подержите таким образом баклажаны в воде около 20-30 минут. Воду слейте, слегка отожмите баклажаны руками. Помидоры нарежьте кружочками толщиной чуть меньше, чем баклажаны, около 5-7 мм. Приготовьте соус для смазывания баклажан, он придаст сочности и аромат готовому блюду. В небольшую емкость добавьте майонез, пропущенный через пресс чеснок и душистый перец. Все тщательно перемешайте. Соус можно оставить в таком виде, а можно по желанию добавить в него еще любимых приправ. Я добавила замороженную смесь прованских трав и щепотку мускатного ореха. Далее на ваш выбор можно готовить по 2 вариантам. Первый вариант приготовления без предварительного обжаривания. Выложите кружочки баклажанов сразу после замачивания на противень, застеленный пекарской бумагой. Второй вариант с предварительным обжариванием. Налейте в сковороду растительное масло, нагрейте его на сильном огне и обжарьте кружочки баклажан с одной стороны до золотистой корочки. Я пробовала оба варианта, но второй пришелся более по нраву. Вкус готового блюда показался более насыщенным и завершенным. Выложите кружочки баклажанов на противень. Смажьте каждый кружочек небольшим количеством соуса. Сверху положите нарезанные помидоры. Посыпьте тертым сыром. В рецепте я использовала натертый покупной сыр Гауда. Отправьте баклажаны в заранее разогретую духовку. Время и температура могут сильно отличаться в зависимости от того, какую духовку вы используете. Я запекала в электрической духовке на режиме вверх-вниз при температуре 200 градусов около 20 минут. Затем режим изменила на конвекцию и запекала еще около 5 минут, пока сыр не зарумянился и не взялся аппетитной золотистой корочкой. Готовые баклажаны посыпьте мелко нарезанной свежей зеленью. Дайте баклажанам настояться не менее 5 минут и подавайте к столу. Возьмите себе на заметку. Если баклажаны перед запеканием предварительно не обжаривать в сковороде, то время приготовления в духовке немного увеличится. Предварительно обжаренные запекутся быстрее. Баклажаны очень вкусны в горячем и в холодном виде. Нам они больше пришлись по вкусу, когда совсем остыли. Такие баклажаны послужат прекрасным дополнением к мясным блюдам, к картофелю или рису. Как самостоятельное блюдо они тоже очень хороши. Понравился рецепт? Тогда жду ваши отзывы и комментарии под этим видео. И не забудьте подписаться на мой канал. Столько интересных плюшек и кулинарных лайфхаков вы еще не видели. А чтобы не пропустить новые интересные рецепты, нажимайте на колокольчик. Для тех, кому удобнее готовить, имея перед глазами пошаговые фото, я оставляю активную ссылку в описании под этим видео на сайт 1000 меню. Очень рекомендую. Это не просто кулинарный сайт, это сайт нового тысячелетия, где в один клик можно поменять количество порций в рецепте, а программа автоматически рассчитает нужное количество продуктов. И это только малая часть возможностей. Если вы за ПП, ЗОЖ, то 1000 меню станет отличным инструментом, чтобы посчитать калорийность блюда, соотношение жиров, белков, углеводов и даже гликемический индекс. И бомба, которая нравится абсолютно всем, это личная рецептосохранялка. Все ссылочки в описании.